Ребят, всем привет! Вы на канале The Tiger. Сегодня я покажу вам, как сварить листовой металл толщиной 0,5 мм. Вот, мы будем сваривать внахлёст, один из самых сложных для такой толщины. Я положу два шва, один будет точечный, а второй будет постоянным током. Вот как видите, постоянным током блестящий, красивый шов. Ну и вот рядышком точечная сварка. Я 4 прихватки поставил. Как видите, блестящие, аккуратные, не прожженные, без подрезов. Ну вот. Что и требует на большинства производствах. Если вы научитесь так сваривать, без проблем возьмут на работу с руками и ногами. Вот, поэтому давайте я вам покажу, я вам расскажу по настройкам и как правильно это сделать. Давайте продолжим, ребят. Предупреждаю, немного будет трясти, так как у меня телефон в руках, и я стараюсь максимально близко показать вам все детали, чтобы вам были видны. Берем горелку, я уже заточил вольфрам, постарайтесь также заточить. Ну, не прям как у меня, но постарайтесь, чтобы у вас вольфрам был острым, чтобы кончик был острым. Вот. Это даст вам более точную дугу. Вот. Что дальше? Дальше нам надо будет вот так вот вольфрам вытащить побольше. Если у вас вольфрам будет короткий, соответственно, вы угол точнее маленький угол не сможете сделать. У вас угол будет вот такой. Чем больше угол, соответственно, тем больше тепла вложения в металл. Вот, поэтому постарайтесь побольше вытащить. Газа чуть-чуть добавите. У меня на данный момент стоит 10 литров. Вот. И вот под таким углом, наверное, градусов где-то 20, может быть 30. Можно сделать и побольше. В общем, чем больше угол, тем легче. Вот. Дальше. Чем ближе вы будете вольфрамом к металлу, тем точнее будет прихватка и шов. И у вас не будет широкой ванны, у вас не будет ничего гореть. Вот. И старайтесь на нижнюю часть делать упор при такой толщине, потому что если вы чуть-чуть сдвинетесь наверх, у вас верхний лист просто сгорит. Поэтому у вас не получится. Вот. Если вы обратите внимание вот на эту точку, сейчас я ее приближу. Блин, так, ну, фокусируйся. Вот видите, у меня вот эта точка, она с нижнего металла, я ее наплавил на верхний. Если вы прям максимально приблизите к металлу, нажимая кнопочку, там в полсекунды у меня сейчас стоит, по настройкам я вам покажу, расскажу. Я нажал кнопочку, бах, 40 ампер, все, у меня прихватилось. Главное, запомните, делайте упор на нижнюю часть металла. Вот, на нижний металл. Давайте сварим сначала точками, а потом постоянным током. Глаза.
У нас на постоянном токе я варил двухтактный режим, держал все время кнопку. У нас 33 ампера было. Все, в принципе, нам здесь больше ничего не надо. Главное, это 33 ампера, запомните. Двухтактный режим. Вы можете, если вам удобно, четырехтактный поставить. Вот. И расход газа был выставлен 5 литров. Погнали дальше. Второе, точечный режим. Вот он у меня, последний, четвертый, спот называется у меня на аппарате. Вот. Если у вас такого нет, ничего страшного, вы можете на двухтактном режиме сварить. У меня вот стоял спот режим, и я выставил 40 ампер. Это вот первый шов прихваточный был. Вот. И у меня 10 литров аргона тогда было выставлено. Вот. Но на такую толщину 5 литров аргона будет достаточно, потому что у вас ток маленький, ребят. Вот. Всем удачи, всем пока. Если информация была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь.